Привет, друзья! Начинаем новый сезон, наш новый сериал «Потолки». Продолжаем начинать «Потолки». Название для этого проекта, вы увидели, собственно, название, это «Мансарда». Долго думать не надо, потому что мы находимся в мансарде. Мансарда. Я узнал о том, что у нас будет этот проект, что мы будем делать это потолки, и вот такой думаю в голове своей. Так, люкарна, люкс, свет, да, люкарна, световое, слуховое окно там, световое. Например, портьера, порте, дверь. Портьера это то, что обрамляет дверь, да. А мансарда, почему мансарда, вообще мансарда? И как оказалось, мансарда, она мансарда потому, что был такой товарищ, Франсуа Мансард. Почему-то он был француз, Франсуа Мансард. Собственно, имя, да, Франсуа. Мансард произносится, пишется мансард. Так вот, он дал такому типу помещений реально жизнь и известность. Работал он в 17 веке, середина 17 века. Делал он свои мансард делал очень красиво и хорошо, а самое главное, в то время это было довольно-таки выгодно, потому что владельцы домов платили налоги, исходя из этажности своих домов, которыми они владели. Чердачное пространство не считалось за этаж, но там можно было поселить людей и получать доход. Вот такая вот получилась известность, и поэтому мы, собственно, и имеем возможность работать в таких помещениях, поскольку в Петербурге мансард много. Ладно, это был краткий экскурс в историю названия. Пойдем смотреть, чего есть у нас здесь. У нас пока 4 комнаты и, возможно, будет кухня. Высота потолков здесь какая-то вообще минимальная. По-моему, 2,80, что-то такое. То есть нам очень непривычно в такой высоте работать. Очень низко. Пойдем смотреть покомнатно. Все комнатки здесь такие простые, незатейливые карнизы, но у всех есть вот такие вот места. Там проходит уже конструктив, собственно, крыши. Вот эти вот укосины. Как они устроены, мы пока не разобрались. Скорее всего, здесь проходит какая-то деревянная балка, металлическая, возможно, но здесь точно вот так досочки мы в одном месте видели, и на них дранка, и это все заштукатурено. Это перештукатуривалось уже кем-то, это здесь в половине комнаты ремонт, там нет ремонта, ну, в общем, вот так как-то. Вот так выглядит, например, вот это место здесь. Высота, сейчас я подойду сюда, вот здесь 1,80 м. Вот это 1,80 м. Вот так смотрим вид из последней комнаты из 4. Вот так выглядит. Пойдем туда, где я начинал. Вот то же самое, то же самое. Кстати, в первой комнатке у нас вот такая маленькая розеточка. Вот этой первой комнатки. Здесь какие-то пятнистые обои. Розеточка вот такая есть у нас. Замелованная. Сильно замелованная. Карниз такой, крупненький карнизик здесь довольно-таки проходит. Комната номер 3, большая комната для этого помещения, для этой квартиры. Здесь была печка, ее отдали на реставрацию. Ну, сами изразцы, а кирпичи остались, потом обратно ее восстановят здесь. Вот. Тут такая, следы протечек, довольно крупная розетка. Она, наверное, это 1,15 м, 1,20 м, вот так, в длину. Вот, желтое все. Везде здесь в 3 комнатах водоэмульсионная краска. Вот так выглядит вот это помещение. Вот. Здесь мы перекрыли пленочкой, там у нас раздевалочка, и, ну, чтобы пыль не летела и так далее. Пойдем посмотрим, что тут. А тут вот что. Ха-ха. Ну, естественно, вы это видели. Вы это видели на заставке, собственно, эту комнату. Здесь масляная краска. На наше счастье, эта масляная краска, она нанесена на мел. Можно посмотреть на розетку, видите, какая замелованная розетка. Там мел, и на ней вот эта вот какая-то сине-зеленая масляная краска. Вот так это выглядит, вот. И там желтая, серая всякая. И вот здесь закрыта печка. То есть она будет так точечно реставрироваться по месту.
скорее всего. Вот так. Вот так выглядит. Ну и еще есть кухня. Вот так выглядит кухня. Здесь временный склад каких-то инструментов и так далее. Вот. Она довольно-таки просторная кухонка. Вот. Возможно, мы будем тоже делать потолок на кухне. Ну, сначала там будут разбираться с газом, что-то переносить. Это длинные истории, все эти проекты. Ну, понятное дело. Может быть, будем делать. Хотел показать на кухне еще что-то. Смотрите, что есть. Опа. Это родная такая печка для приготовления пищи. Ну, вот эта столешня, понятно, что не родная, это какая-то, ну, для красоты, но вот сохранилась печка. Настоящая. Вот так-то. Вот. Сейчас с другой стороны сниму. Вот. Нашел выключатель, там свет, оказывается, был. Вот. Вот так выглядит. Высота вот этой вот печки для приготовления, плита, печка, как это правильно будет сказать, я думаю, сантиметров 80-75, наверное. Вот так. Вот для сравнения, как рука выглядит. То есть она довольно-таки большая, очень красивая. Мы ее не трогаем. Я просто вам показал, что такое бывает, что такое вот сохраняется. Ну и здесь прежние владельцы, как говорил, накрыли вот какой-то такой столешней. Вот так. Собственник квартиры сейчас снимает все двери под реставрацию. Он там подписывает бумажки, они пойдут, все двери пойдут под реставрацию, все будет максимально восстанавливаться в этой квартире. Здесь мы поставили уже подмости и начнем работу с этой комнаты. И посмотрим, удастся ли нам что-то здесь почистить. Мы не пробовали, но по виду это водоэмульсионка. Ну, приступим. В первый же день сразу с места в карьер. Приступим, попробуем, посмотрим. Исторический момент. Начинаем смачивание. Легкое смачивание вот этой вот эмульсионной краски. И, надеюсь, там под ней мел. Начинаем нашу работу над этими потолками. Чуть-чуть смачиваем. И дадим питаться. И после этого начнем чистить. Вот такие вот хлопья водоэмульсионки. А под ней мел. Вот. Все такое бурое прям. О, какие тут капли свисают, ржавчина. Вообще, жесть вообще. Очень страшно. Очень страшно. Все закрашено, а так чистится. Ну, нормально, нормально. Могло быть хуже. Вот так тут идут дела. Ну чего, это ремонтировалось. Это ремонтировалось. Тут темно, я выключил тут мигающий свет, но я думаю, хоть что-то будет, может быть, понятно. Вот видно. Надеюсь, вам видно. Это следы корщетки. То есть это ремонтировалось, это обрабатывали корщеткой, металлической корщеткой. Они смели мел здесь. Что-то вот, потолочек чуть-чуть нашпаклевали. И это все прогрунтовали. То есть там, где гипс чистый, мы терпим затруднения серьезные, потому что, ну вот, не подцепиться никак. Оно прям, краска залипла в чистый гипс. Причем с зацепами такими. Вот, видно, да, следы вот этой вот корщетки везде. Вот. Вот. Это корщетка. Ну ничего. Попробовал потолок. Потолок замелованный, но прогрунтованный. Там есть какое-то количество грунтовки. Делалось это давненько. Вот. Вот так поменялось уже. Уже более что-то проясняется. Так. Вечер. Пришел вечер. Ну что, радостного мало, как обычно. Как обычно, веселье поубавилось. Да. Вся розетка, где-то они прошлись металлической корщеткой. Все подсодрали по плоскостям, куда сейчас залипла краска, которую, ну, нереально механическим путем, надо там по миллиметру снимать. Но всю массу мела они оставили. И жирно прогрунтовали. И теперь вот эта меловая грунтовочная корочка просто вот как бы залепила, собственно, весь рисунок розетки. Она кажется очень-очень замыленной. Потолок. Я попробовал чуть-чуть потолок. Как идет?
хорошо отваливается. Весь потолок вот так зашпаклеван. Зашпаклеван какой-то гипсовой шпаклевкой. Местами, ой, зарезал там, местами, видимо, утрата была штукатурная. Поэтому они замазали, ну, как бы, заделали штукатуркой гипсовой. Конкретно в этом месте им не хватило смелости и сил, и они не шпаклевали. Чуть-чуть типа пытались вот зашпаклевать трещину, но в массе трещины не зашпаклеваны. Вот, видите, вот трещина не зашпаклевана. Вот здесь трещины, как бы отдельно они ничего не расшивали. Ну вот такой вот говноремонт. Как бы, ну, кому-то было такого достаточно, и нам теперь это создает дополнительную массу затруднений, потому что это все прогрунтовано хоть как-то. То есть мел сейчас прогрунтован, он прилипший к потолку. Пойдем вблизи посмотрим на розетку еще разочек, глянем вблизи. И на потолок тоже. Так, сначала потолок смотрим. Сначала смотрим потолок. Вот слой шпаклевки, видим, да? Может, это и штукатурка была, я не, ну, как бы не знаю, потому что тут слоя такие порядочные местами. В принципе, легко отходит ножом, шпателем, тем, смочив перед этим, нормально отходит. Все хорошо. Вот карниз вблизи. Вот они даже ничего не пытались здесь изображать на карнизе. Дошли шпаклевкой, вот какой слой шпаклевки, дошли шпаклевкой. Уперлись в полку и дальше ни-ни. Все, дальше они уже не трогали. И слава богу, что не лезли туда. Вот так вот подошли они, штукатурка. Это штукатурка старая, ну как бы не старая, это последствия какого-то ремонта, каких-то годов. Они подошли штукатуркой, подошли прямо под карниз. Вот так. Я думаю, что без маяков все обходилось. В принципе, карниз виден. Вот. И розетка вот в таком плачевном замыленном состоянии находится. Саша расковыривала местами. Где вы найти? А вот такое место. Вот такое место. Кажется, что здесь гипс. Вот здесь кажется, это гипс. Нет, это не гипс, это залипуха. Вот это меловая грунтовочная. Вот ее реальный рисунок. То есть она реально внутри прорисованная. Но эти товарищи все везде нацарапали, и краска сидит местами очень плотно. Водой, просто так водой, этот рисунок как бы не размывается. Не размыть водой, поэтому мы попробуем применить смывку. Попробуем применить смывку где-то точечно в одном месте. Не будем на всю розетку идти, да. Где-то в одном месте попробуем. По идее, вот эту меловую, мел плюс грунтовка, по идее, смывка размочалит, и можно будет удалить ее, там, например, кистью как-то, вытирать обо что-то кисть, и как бы просто механически снять как бы расслабленную вот эту вот корочку. Ну, краску смывка возьмет. То есть с плоскостей, где вот невозможно под нее подлезть, невозможно. То есть она просто въелась, краска нормально прикрасилась, собственно, ну, в гипс. В прогрунтованный гипс, причем краска это не самая плохая. То есть это хорошая такая краска, добротная и хорошим слоем лежит здесь. Вот такое вот. Пока первый день дал такие результаты работы. Да, я понимаю, что сейчас, ну, возможно, там с освещением, ну, как бы у нас есть мигающий прожектор, ну, как бы вот есть какая-то подвешенная лампочка. Это времянка на время ремонта, ну, будем снимать так пока. Ну, на улице уже довольно-таки вечереет, так что часов там 8:30, наверное. Вот так, насколько продвинулись. Собрали здесь еще маленький козличек, пока разложили подмости. Вот так и день и прошел. И попытались, поковыряли розеточку. Вот так. Ну что, вот такие дела. Вот так прошел наш первый день работы здесь. Дальше я не знаю, в каком формате я буду снимать. Ну, возможно, там опять там, через несколько дней, когда появится что-то интересное, ну, просто хотел поделиться, что вот такое у нас сейчас происходит. Кроме этого, у нас будут еще какие-то временные отступления на канале, потому что у нас есть еще квартиры, которые там некоторые недоделаны, а некоторые, наоборот, надо будет делать. И все это будет в процессе, как бы, вот так
кубарем катиться, потому что как бы я ни хотел, как бы я не возжелал, что вот одна квартира с начала до конца, потом берем следующий потолок, делаем его с начала до конца, ну-ну. Саша говорит, что никогда такого не будет. Я не хочу ей верить, я хотел бы, чтобы выбраться из вот этой вот каши всей, ну, она реально не помогает. Но пока происходит именно так. Не надейся. Она говорит, не надейся. Ну, я не знаю, мне грустно из-за этого, потому что хотелось бы, чтобы как-то оно все происходило поступательно, прагматично, алгоритмично, правильно и все и точно. Ой, ладно, чё. Всего вам доброго. До свидания. Увидимся дальше где-нибудь там в Ютубе. Пока-пока.